Дорогие друзья, приглашаю вас на вторую часть моей беседы с художником Вильгельмом Шенроком. Почему у русской литературы такая счастливая судьба мировая, а русская живопись, немножко не удел, как будто. И это хорошо, что сегодняшний мир девальвировал ценность картины, тем самым повысив ее значение. Какая публичность тебя бы устроила? Я хочу быть всюду подлинным. Что подлинность является до сих пор какой-то ценностью? Мы рождены видеть глазом. Мы не рождены говорить речью. Речь приходит позже. Ой, ребята, я в современном искусстве просто вот фанера, ничего не понимаю. Загородная жизнь нам тут подсказывает соседи. Она такая, что иногда... Нужно газон подстричь. Газон подстричь, да, не только картину нарисовать. Вот. Ну, я надеюсь, это не слишком будет вам мешать. Мы продолжим. Вроде бы они уехали на газонокосилке куда-то за угол. Вот. А о подлинности, о Кунце, это книга, да? Да, Он написал книгу. это книга. А для чего художнику книгу, опять же? То есть он хочет оправдаться, и какую-то подлинность свою показать? Нет, это сборник материалов, там всего, это не авторский труд, над которым он работал. Вот возьмем дневники Уорхола. Огромный кирпич. Да. Этот парень, не промах. Но когда ты покупаешь эти дневники, это не дневники, допустим, дневник писателя Достоевского. Хотя, когда я открыл дневник писателя Достоевского, я подчеркиваю писателя, я был сильно разочарован. Да. Ну, боже мой, где же мой Достоевский, которого я люблю? Где человек? Вот. И также точно Уорхол, который несколько лет, около 10 лет, утром звонил по телефону и гнал свою пургу о том, что там было вечером, какая тусня была, кто там с кем и как. Вот. Он не ограничивал себя в этом словоизвержении и в проектировании, предположим, этого же дня. И эти дневники, по сути, это просто распечатка этих телефонных бесконечных переговоров. Поэтому, господа, если вы делаете эти селфи без конца, да, если вы болтаете это, если вы блогеры, гарантирую вам, когда-нибудь вы станете Уорхолами и вообще всеми значительными величинами, которые эту жизнь не промухали, не проболтали и не пропустили. Вы вот такие дневники напечатаете, вот эти кирпичи. Только знаете, что разница в качестве, она весьма существенна. И если вы фотографируете себя на фоне Эйфелевой башни, это не означает, что вы почти равны Эйфелевой башне. Или если вы фотографируете себя на фоне пирамид, то вы столь же загадочны и вечны, как эти пирамиды. Ни в коем случае. Итак, поговорим о подлинности. Что подлинность является до сих пор какой-то ценностью, то есть которая, во-первых, вербализуема и ощутима даже художниками, да. Продавшимися. Прекрасный вопрос, Павел, прекрасный, спасибо. Я ждал этого вопроса. Всю жизнь готовился. Да. Итак, обратите внимание, как мощно сегодня СМИ муссируют тему подделок. То есть, по сути, мы все знаем статью об искусство в эпоху тиражирования Бениамина, когда он вдруг объявил нам, что тираж, я просто для подписчиков, тираж нас смущает в том, что оригинальность как будто бы завибрировала, утратила свойства идентичности и единичности в том плане, что если она тиражируется, фотография, где она подлинная? На негативе первый отпечаток ее, серия в 30 отпечатков, и автор пишет подпись, где находится ее подлинность, оригинальность. Итак, что такое подлинность и оригинальность? И не случайно СМИ сегодня очень много говорят о подделках.
Например, китайцы вам сделают любого Сезанна, Ван Гога, Матисса в любом количестве. Есть художники, которые прославились тем, что добавляли к Пикассо Пикассо, к Матиссу Матисса, ну, и на этом хорошо зарабатывали. И талантливо. Ну, кстати, сегодня любой художник может вам намазать Пикассо не хуже самого Пикассо, потому что Пикассо-то уже проторил эту дорожку. Что там, глаз нарисовал на носу, и все нормально, нормально. Ты уже Пикассо. Ну вот. Теперь, собственно, я как бы для того, чтобы о подлинности. И тем не менее, о, как прекрасно, какая возможность прекрасная. Господа, у русских много совести. А американцы – это придурки, у которых совести почти нет. Опаньки, мы всех американцев сделаем, потому что русский – это душевный народ, он перспективный, у него есть совесть. А те гады нас никогда не поймут, потому что они ублюдки, потому что они дураки. Учитесь у русских, только когда вы станете как русскими, мы будем с вами разговаривать. А до той поры мы на вас будем санкции накладывать в культурологическом смысле. В каком? Да в таком, что вы дураки, кретины и болваны, и всегда будете завидовать даже неразвитой Европе, которая по сравнению с русскими ничто. Учитесь только у русских. Итак, о подлинности. Подлинность основана на совести. И если совесть как бы есть, она даже каждому из нас говорит, вот ты проснулся, и твой поступок, он либо подлинный, либо немножко игровой. Вы все читали Гиббора «Общество спектакля». Сегодня его продают в огромном количестве, его тиражируют без конца, я уже не знаю, там пятый, может быть, вышло издание, где говорится о том, что мы все зациклились на ссылку друг на друга. Но мы настолько фоним друг на друга в наших гаджетах, мы настолько селфизируемся, мы настолько жмем на эту без конца на эту кнопку и пребываем в Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме, где мы только не бываем, что мы вообще забываем, кто мы такие. Господа, так вот, мы подлинные только тогда, когда мы чувствуем, что «Ой, сейчас я начну о высоких словах. Если вам это не надо, идите пописайте в туалет, там, покушайте что-нибудь». Это не для вас. Это для тех, кому это традиционная старая новость не в диковинку. Остальные, прошу, избавьте меня от того, чтобы могли слушать. Итак, подлинность – это непременно отсылка к нашей совести, которая в ребенке очень сильно работает. Он всегда знает, где он прав, где он не прав, где он сделал не очень хороший поступок. Там, где он не знает, он спрашивает у взрослого, он учится жизни. Но он всегда искренен в том, каков он подлинный в своем переживании. У взрослого все стирается, он быстро нарабатывает жизненный опыт, который нигилизмом заглаживается. Вот. Затем цинизм хорошо проходит катком по этим вещам, и асфальтовой плиточкой бесконечно мы это прокладываем. И так нам уже плевать, подлинные мы или нет. Мы всегда подлинные. Вот наша селфи. Эй, ты, это же не подлинный. Как ты? Она же вся тусня, вся это. Она что, не подлинна? Козлы, конечно, нет. Идиоты. Мы вообще не про это говорим. Мы говорим только о том, когда мы вздрагиваем. Фу, черт побери, вот сейчас я был подлинным. Сука, как же так? А до этого я жил, блядь, как кретин. Зараза. С этой там поцеловался, ту там за сиську прихватил. Ну так, для радости, без подлинности. Словечко там, стихотворение там написал. Ну, вроде он так звучит, с другими словами хорошо. А там картинку подрисовал, ну как настоящая. Так подлинность это вообще, ну никакого отношения вообще не имеет. Подлинность работает только тогда, когда мы экзистенциально предельно чисты. Когда мы знаем, что я, мать вашу, это я. Вот тогда мы подлинные. А все остальное – это общество спектакля. Поскольку мы должны быть вежливыми, мы должны все время изображать, все время быть… Ой, черт побери, ботинок что-то там испачкался. Ой, блин, там что-то торчит. Ой, как хорошо. Ой, фу. Вот тогда я подлинный. Да нет, вы подлинные, когда там, вы в туалет там пукнули. Даже и тогда вы там не всегда подлинные. Ой, там что-то там услышал. Ой, как-то запах нету, что-то. Мы так боимся этой нашей подлинности, мы так боимся сокровенного, которое затерто нашей биомассой 7-миллиардной. Потому что эти фавелы, нам выживать надо без конца. Нам надо без конца тревожиться, трепыхаться. Как бы мы не оказались хуже другого. Как бы Ой, понаписал, козел. Небось, это проплатил там кто-то, да? Ух ты, гад такой. Зараза такая, гад, обошел, сволочь, а. Ой, а выставил такой вот ублюдок. Ну, что он выставил так между... И вот это пошло-поехало.
Орхол говорил, ой, как я люблю сплетни, как я люблю, чтобы это еще с матом, с таким, что с сочным, чтобы это сплетня была. Мне не надо дешевых сплетен, а мне дайте такой вот волчковую, которая в шпагате эту пиздень растянет, и чтобы я, как я представляю, как бы я и сделал бы, сука такая. И она так в каждом своем эпизоде, прям вот, а Собчак Ксения, говорит, как я ее интеллектуалка сняла, эту дуру. И сама тоже так свой животик так подставит, и так тоже свою пиздюльку тоже так покажет. Так, ну что же она тоже такая, она умная. И там интеллектуалы, там парни кругом. И вот это вот, вся эта тусня, все эти СМИ, они так в таком многообразии находятся, либертарианском, такие вот все, и либеральчики при этом, и встречаются кругом. То в Лос-Анджелесе, то в Израиле они там, то где-то там на Карибах. Так, ну, они, конечно, разговаривают. Мы тут с вами тоже там не в избушке сидим, вот, Павел Лукьянов, да? Вот. Я к тому, что подлинность, она про другое. Подлинность нет. Вот Лев Толстой, когда он всю свою жизнь вогнал в проблему, быть ли ему подлинным или нет, он каждый раз с ужасом просыпался и каждое мгновение себе говорил, да я козел, не подлинный. А Софья говорит, знаешь, друг мой, заткнись. Ты брюхатил меня всю жизнь. Я всю жизнь проходила беременной, я нарожала тебе, а ты, сволочь такая, будешь за подлинностью гоняться, да, и требовать от нас всех подлинности? Ах ты козел такой, а ну-ка пошел вон. Тогда он дневник прячет в сапог, лезет куда-то. Думает, как бы мне сбежать? И там Чертков ему нашепчет на ухо, будь подлинным. Лев Толстой только хлопнул комара, он, Лев, ну что вы делаете? Убили живое существо. Ой, правда убил. Ежесильно все, воскресни, пожалуйста. И комар полетел. Лев Толстой подлинный. Так вот, и когда Лев Толстой захотел быть подлинным, он сразу же нашел смерть. Ну, он захотел быть подлинным во всем. Я уже не говорю, что он социум там порвал, вообще все уничтожил. Вот. Но я не говорю, что не права Софья, предположим. Я не говорю, что не правы дети, которых он рожал. Потому что у каждых из них своя подлинность, своя правота. Они живут на своем уровне совести и так далее. И не случайно Лев Толстой говорил, зачем я написал всю эту галиматью, в эту «Войну и мир», эту Анну Каренину, рыгать хочется и рвать. Это вообще не про подлинность. А в то время, когда он работал над этим, он в какие-то моменты был весьма подлинный. Это вот как раз, когда мы говорили, что человек в разные периоды может быть разным. И вот сколько количества подлинности у него есть в этом возрасте, вот столько он и подлинный. И мне кажется, когда я читаю Анну Каренину, я вижу там много подлинного. В «Войне и мир», ну пусть как бы не во всем как бы разрезе и многотомности, многостраничности романа, но тем не менее я это вижу. Вот. И когда он полностью это отрицает, он говорит о том, что я хочу добиться тотальной подлинности. И он выходит в смерть. Тотальная подлинность – это, конечно, выход уже в смерти. Потому что жизнь – это непременно компромисс, это непременно рефлексия на то, что ты где-то неискренен, это непременно маленький хотя бы, но маленькое лукавство там с женой, что ну вот я там, вот мне там надо, там куда-то надо. Потому что ты не можешь выложить ей вот всю правду своей экзистенции, в которой ты находишься в данный момент. Эти отношения чрезвычайно как бы требует невероятно огромного напряжения, чтобы быть бесконечно искренним с близким человеком. Ты его бережешь от своих вот этих вот взлетов и взмахов, на которые ты претендуешь в своей подлинности, и в творчестве, и во всем. Ну, кстати, в творчестве полегче, потому что там иное как бы самовыражение идет, как вот и в поэзии. Если ты настроен на то, чтобы быть подлинным в своем искусстве, то это уже на твоей совести. Вот, пожалуйста, это только тебе известно, насколько ты в нем как бы действительно оригинален, и насколько жизнь открывается тебе в твоем искусстве. Тебе никто этого со стороны не скажет. Ни критик, в социальном плане тебе помогут. Да, там пробиться, тут выставку сделать, там где-то продать, там где-то книгу напечатать. Это да. Что, кстати, тоже немаловажно. Хоть мы сегодня там и пузыримся, там ох, ах, но от социализации никуда не денешься. Нас 7 миллиардов, и мы должны как-то сосуществовать вместе. Все. Поэтому это другая тема для другого разговора. Как оставаться подлинным вот в огромной массе. Это иное. Но те художники, которые добывают нам эту истину и поставляют ее на рынок, выразим так вульгарно, потребление, мы, ну что уж говорить, мы завидуем. Сегодня ты не можешь сказать, ах, надо же, Пруст,
понаписал сколько. Или, ой, это Джойс. Даже Борский говорил, ну да, я там из Джойса, ну прочел там пару фраз. Ну, вы думаете, что я могу прочесть такой роман? Конечно, нет. А роман прекрасный. Но это не означает, что его должны все читать. Но Джойс сделал свою работу, и он оставался подлинным мне. И тогда он пошел дальше. Он сказал себе, я настолько сгорел в своей подлинности, что я буду делать Финнигана. Я возьму притчу о каком-то работнике, который сорвался с лесов, какая-то там пьянь, Финниган, и из этой притчи сделаю роман о воде, по-моему, о горе и о чем-то. То есть, о существенном, о том, как он это делал. И он пошел туда работать. Вот мы сейчас читаем в медленном чтении этот роман. Кто владеет английским, читает на английском. Я ориентируюсь на переводы, то есть мы соотносим русский перевод с английским. Это группа, да? Да. И это трэш, это безумие. Туда идти нельзя. Это смерть. Но он приговорил себя к смерти, вот к этой подлинности. Он абсолютно нечитабельный, он абсолютно непереводимый. Это абракадабра. Вот. И стилист Дэнди, прекрасный, попсовый, кстати, в какой-то мере человек, если иметь в виду его Лолиту, Набоков сказал, бедный Джойс, гений, который сорвался в пропасть безумия. Не надо было ему делать Финнигана. А мы скажем так. Бедный Владимир. Сделали Лолиту, заработали и успокойтесь на этом. Вам, конечно же, Финнигана не сделать. Спите спокойно. Хотя Набоков в своих пределах стремился быть подлинным, и поэтому сам стиль нас уже завораживает. Никто не скажет, нет, Набоков. Все скажут, нет, Набоков, конечно, подгонял слово к слову, будь здоров. Конечно, это стилист там высокий. Конечно, это качество. Никто не будет говорить, что это не качество. Конечно, это качество. Но он добросовестно работал в нем. Он добросовестно, как Дэнди, работал в нем. Как эстет. А вот уже что касается абсолютной подлинности, ой, мой Владимир дорогой, ваш талант был гораздо больше, выше того, что вы успели сотворить. У него была особая ситуация. Про особую ситуацию тоже не было. То есть, да. Поэтому... Мне кажется, на русском языке, то есть он максимально проявился, конечно, на русском языке. Просто это было совершенно никому не нужно. Он был иммигрантом. Его дар там, то есть это мы сейчас читаем, для нас это понятная книга, глубокая. А для Запада это странная книга, такая ни о чем. Вот, это что касается подлинности. Я думаю, что мы с тобой, я надеюсь, договорились о том, что более-менее адекватно понимаем значение этого слова и то, как оно воздействует на нашу работу, на наше переживание. Как интервьюер я должен, конечно, придираться к чему-то, но договоримся, что мы договорились. Я подготовил несколько вопросов о каких-то конкретных фигурах, да, если ты не против. Кирико и Дали. Кирико, как я это чувствую, да, и, наверное... Вопрос поставлен. Да. Новое пространство искусства открывал, а Дали его популяризовал и заработал на этом и капитал и прочее. При этом он известен всем, а Кирико каждый десятый знает. То есть справедливо ли это? И вот к вопросу о подлинности, опять же. Да, это справедливо, потому что Дали, мы знаем, это закомплексованное, в общем-то, несчастное существо, рожденное с огромными амбициями, которые требовали своей реализации. Дали сразу понял, что он рожден в обществе спектакля, и что он реализуется только в случае, если будет клоуном. Вся его жизнедеятельность в искусстве была простроена на то, чтобы производить впечатление. Он совершенно не знал, насколько он
подлинный или не подлинный, ему это было не важно. Кстати, в молодости это не всегда важно. Ему важно было произвести впечатление на некий круг. Он произвел это впечатление на сюрреалистов. Вот. И в дальнейшем все время выпучивал эти свои бельма, подкручивал там эти вот свои вещи. Ему казалось, что он нормальненько с ним, он достигает того, чего хотел. И при этом открывал какие-то образы и метафоры, которыми якобы пользуется плебс. Да это я, сюрреалист Сальвадор Дали, изобрел все это, а потом это растиражировали. Да и все будут. Какое счастье, что я Сальвадор Дали. Господи, какое счастье, что я родился Сальвадором Дали. И вот, да ради Бога, успокойся. Ты говнюк, ты Сальвадор Дали, все. А если мы войдем в мир его работы, то мы увидим, что какие-то работы более существенные, какие-то нет. Ну, как и в каждом художнике. То есть, опять же, если бы он, согласно его мастерству подлинного художника, заботился не о том, чтобы быть популярным в театрализованном обществе, конечно, это был бы другой художник, конечно, он создал бы другие работы. Вот. Ну, не будем про это, он есть такой, какой он есть. Нравится ему быть попсой? Ну, будь попсой. Удовлетворяет тебе это? Ну и хорошо. Гале от этого хорошо? Ну, конечно, хорошо. Она там возится, этот свой чемоданчик с деньгами. Деньги, которые помогают ей следить за своим макияжем. Ну и слава богу, живите так, как вы живете. Хотя у нее были тоже страшные комплексы, что большой свет ею пренебрегает, что их не ценят, что они по большому счету дерьмо в этом мире. Она всячески старалась уйти от этого. И поэтому трахала подряд всех мальчиков. Кстати, она была в этом смысле такой сексуально одаренной. Ну, о любви там тоже речь не шла, потому что она была замучена этим болваном, который картинки рисовал, этим импотентом в смысле физических проявлений, но зато творцом в искусстве. Ну, одним словом, почитайте биографию Дали, это все вы поймете, ну, это для подписчиков. И вы знаете, кто такой как бы Дали, а про него и так как бы нагружено столько всего, что желающие по-настоящему разобраться должны весь этот хлам пропустить через сито, ну, убрать все лишнее. Вот. А драма Кирико в ином. Он открывает метафизику, находясь однажды во Флоренции, вдруг эти пространства незримого, которые чрезвычайно зримы, и еще даже не понимая, поскольку это в молодости происходит, какие залежи он открыл всего. Сюрреалисты от него там тоже ведь понабрали много чего. Ух, как он доволен тем, что он сделал. Это идет все в производство. Он такой бравый герой, направляется к сюрреалистам и начинает, господа, и он начинает изображать хреновину какую-то, не метафизическую живопись. И говорит, слушай, дорогой, ты что мне вообще не то рисуешь? Он говорит, стой, я Кирико. Я могу рисовать то, что... Нет, ты не можешь рисовать то, что... И пошло-поехало. Какая прекрасная выставка была в Третьяковке, в России. Кирико. Это чудо, это волшебная выставка. Честь и хвала организаторам выставки Кирико, где он показан был чрезвычайно драматичным персонажем. В чем его драма? Итак, Кирико, не осознавая в полной мере, что он подлинный, открывает начало метафизической живописи, и вдруг со временем понимает, что он открыл невероятное. А по ходу дела, как художник, рисует как бы вроде какую-то чепуху, он пытается уйти куда-то в сторону, а метафизика ему не дает уйти в сторону. Ты уже все, ты открыл, ты метафизик, ты... Это Пикассо построил свою биографию на том, что якобы менял стили. Ой, какой гений, мать твою! Сегодня он энгр, завтра он кубист, там, обворовал брака, завтра еще кого-то. Варюга такой, он сам говорил, я ворую, потому что я гений. Ну, хрен с ним, успокойся, ладно, ты
гений, потому что ты работаешь днем и ночью, потому что это твой способ ведения дневника. В чем подлинность Пикассо? В том, что он вот эти свои гадкие чувства и проявления своей монструозности, а это был подонок еще тот, ну дерьмо человек, он это все вот как бы вываливал в том, что он делал вот в картинках. Ага, ты сука, ну сейчас я сделаю. И херак ей глаз во лбу. Ах ты зануда, я тебя сейчас сделаю. Бац, и шею свернул. Или жопу там вывернул куда-то на затылок. А публика балдеет, вот это Пикассо. Ну и действительно, вот это Пикассо. Потому что он так гонит это гонево. А стиль меняет, так ему похеру, в чем и как работать. Он художник, ну как бы. И все это уже признали. Скорость, притом он хорошо как бы это делал, потому что все как бы надо было сделать за день, за мгновение. Это как раз вот очень откликалось, чему и Уорхол заявил, я хочу быть машиной. И тоже стоп свои эти вот, как эти штамповали ему ребята, его шелкографию. Ну вот, это опять к вопросу о подлинности, о художнике и о биографии. А Кирико, боже ты мой, делает одно, не получается. С Магритом то же самое, с Магритом Великим то же самое. Делает другое, не получается. И тогда что он делает? Он делает метафизические картины, ну, продолжая их, но подписи ставит. Какие? Правильно, 50-летней давности. 1917 год, 1900 начало века. А делает их в 60-х годах, в 70-х. И всю жизнь, почитайте, прекрасные воспоминания Кирико, где он страшно страдает потому, ой, как они неприкрыто чудесны в своей наивности, детскости, в своей глупости, как он неимоверно прекрасно глуп. Он так счастлив в том, что он дурачок. Я Кирико, а эта сволота вокруг мне завидует, меня ставит ни во что. А я метафизику сделал. Я ее продолжаю делать, да. Ну да, получается, что я только и делал метафизику. Но я же Кирико. Драма художника в том, что он вот создал как бы вот этот вот метафизический, да, прорыв. И в режимах этого образа и работал, а жизнь шла вперед, дальше. То есть ему уже надо было тогда и умереть. Он был бы хорошим, как товарищ Рэмбо, который в 17 лет был гением, а потом таскал золотой пояс на себе и был таким, ну, как бы полуулюдком, потому что знал, что мир словами не изменить. Он был колоссально подлинным в том, когда верил, что 17-летний пацан своими стихами сейчас перевернет мир. Вот когда все горело. Вот почему эти стихи подлинные. Ну, сделай так, если ты такой молодец. Поверь в силу своих слов. Ну вот. И Кирико вынужден был признать, что большего ему не дано, больше того, что он открыл. И в этом есть его драма, в этом есть чудо его биографии, и даже в долголетии, которое не обеспечивало его новыми прорывами. И это чудесно и замечательно, что есть такие художники, и мы можем как бы знать, что ждет его как человека печали. Потому что хочется же соответствовать мифу своему, а миф сбросил его высоко. И когда он тебя бросил высоко, а в повседневности ты как бы отказался от, ну, так скажем, этого своего прорыва, потому что жить как-то надо дальше, а у тебя уже темперамента не хватило. Ну, назовем это так, вот этой подлинности, открытия не хватило. Ну, давайте вещи называть своими именами. Ну и все, и ты сдулся, судьба. Это то же самое в какой-то мере произошло с Бальтусом. Ну, давайте о Магрите. И вот перед нами Бюргер, Магрит, который в котелке, который немножко чурается изысков живописи, потому что он, ну, так скажем, рекламный агент, камевояжер. Но при этом живописец такого, ну, как бы недюжинного ума. Кстати, любитель миксировать названия своих картин на ком угодно. Набрасывает там бесконечное количество слов и просит всех поучаствовать в названии. И кто вот подкидывает как бы лучше, он оставляет это название для картины. Вот представь, я рисую вот как бы нечто, да, а название мне ко мне, я собираю это всюду. И это тоже хорошо. Ну, молодец, ну и слава Богу, пусть это будет так. Магрит прекрасный мастер, но ограниченный в том,
чтобы не заходить как бы, ну, в какие-то дали технического мастерства. Ему надо картину изготовить быстро. И он ее изготавливает быстро, и не скажем, что она, ну, как бы технически качественно сделана. Ну, как вот Дали, который там может опереться, я вам сейчас докажу, хрен вы там сделаете подобного. И уже одним этим он покупает. Что бы он там ни делал, а картинка сделана настолько тщательно, что опа, заткнись. Тебя бьет по глазам, и все. Ну так вот. И Магрит, чем он отличается от Кирико? Кирико вошел в метафизическое узкое пространство метафизики, из которого трудно выйти. Но ты должен делать пространство за пространством, но в аналогичном варианте. А Магрит вошел в мир многообразия образов. Он вот сталкивает как вот эти ядра атомов и получает образы, новые. Ты вот можешь хлопать и получать столько образов, сколько захочется. Но ты устаешь. Потому что Магрит чудесен в столкновении образов. Ведь согласись, он прям, сколько реклама взяла у него от того, как он это делает. Он устал и говорит, фу, я измучился. Да я живопись порисую другую, поделаю. Да, попишу. И делает импрессионистическую живопись. Там рисует тетку быстрыми такими штрихами, у которой голова розовая, сиськи зеленые, живот там какой-то фиолетовый. Он говорит, ты, приятель, что ты делаешь? Он, ой, не буду. И быстренько начал картинки там подделывать. Эй, ты, а ну-ка прекрати. Фу, это не я, не Магрит. А ну-ка давай свои картины. Фу, ну ладно, еще одну накрасил магритовскую картину. А жизнь идет дальше. А он уже как бы, ну, Магрит, все нормально. А ему так говорят, а давай, знаешь что, тебе надо заработать. А давай мне сделай, распиши фресками игровые залы. Он расписывает эти залы игровые в своем магритовском стиле. Вот, ну, рулетка. И открытие. Вот зал. Вот теперь мы будем играть вовсю. Магрит на стенах. А хозяин его не приглашает даже. Да, он говорит, что это подсобный работник. Магрит страшно обижен. Как же так? Ведь это же я, Магрит. Ну и Магрит. И надо же, а? Если музей Магрита в Брюсселе открывается спустя там чуть ли не, ну, давайте так, обобщим грубо, чуть ли не полвека после его смерти. И тут там собирают по сусекам. Сделали хороший музей, да, 6 этажей, конструктивно продуманный, да, выстроено все очень неплохо. Но он такой, ну, скажем, скудный, потому что он распродан по частным коллекциям, потому что это невостребованный как бы был. Ну, это не то, что там Пикассо работал с маршанами и мощно себя продвигал в этом плане, навязал там и Парижу, там всему. А Магрит рассорился с Парижем. Он сказал Бретону, знаешь, дорогой друг, не лезь к моей жене, пошел ты в задницу. Потому что Бретон позволил себе подойти к жене Магрита и там крестик с нее сразу. Какого хрена там ты веришь в эти дела? И тогда они здесь сели там на поезд и уехали к себе в Брюссель, в Бельгию. А что такое Бельгия? Это просто жопа мира. Она и вообще никому не нужна. Они только и завидуют французам. Как бы вот нам там лечь под французов. Вот так и загорел в своей Бельгии. И поэтому и музей поздно пришел. Ну, поскольку величина огромная, он наплодил это огромное количество образов, никуда не денешься. Магрит — это Магрит, святое. Вот. И пару слов о другом бельгийце, не менее великом, Поле Дельво. Почему? И вот даже сегодня, господа, мы прошли такие сполохи, такие смерчи вот этих бесконечных секс-революций, да? Мы так размножились в наших порнографических экзерсисах, мы уже настолько вот прям вот все это, да? А почему же с Полем Дельво как-то странно? Художник, который изображает, внимание подписчикам, голых баб
Они идут по улице, сиськи вывалили, вот эти вот письки волосатые у них. И они гуляют там, тут, их много, этих Ну, покажем, баб. покажем. Да, ну, пожалуйста, да, покажите. И чего-то как-то это вот высоколобая критика, эти огромные миллионы денежные, что-то как-то его обходят. Да, дескать, не худой, кич, кич, кич. И не кич, как-то вот прошел он кордон этот вот, да, фейс-досмотр, проскочил как-то, в Метрополитене картинка, и там как-то вот с ним надо мириться. И не то, чтобы его там размножать средствами масс-медиа, да? Стоп. А почему не размножать? Кич. Да потому что дело о подлинности как раз. А это вот был тот художник, который сказал себе: да, я мастер, я открыл свой мир, как Кирико открыл метафизическое пространство, да? Я открыл это сновидение, вот. Ну, его называют как бы лунатиком. Мне хорошо в этом мире. Он сделал пару сюрреалистических картин, именно сюрреалистических, когда часть женщин – это женщины, а остальная часть – это деревья, стволы. Ну и другие там как бы несколько образов открыл. А дальше сказал себе: я утомился от этой фигни, нафиг это мне надо. Это как Чехов говорил: хотите, чтобы я был декадентом? По 2 пальца. Расплюнуть, я вам сейчас накатаю тех декадентских вещей. Но я нормальный, хороший парень, я буду продолжать работать в своем ключе, а вы будьте декадентами. Ну ладно, я вам сделаю черного монаха одного. Читайте там. А так вообще-то мне это не надо. Хотя уже символисты уже там как-то просачивались. Чехов-то умер в 904-м. Ну вот. И Дельво сказал себе так: друг, ты бельгиец, то есть ты засранец, будущего у тебя нет, тебя никуда не пустят. Поэтому живи спокойно, ты гений. Осмелься на то, чтобы делать свои работы. И тогда он взял эту кисточку, карандашик и в Сент-Эдесбальде, в небольшом городке, под конец, правда, а до этого там в разных городках, стал делать одну картинку за другой. И вот девчонки, эти прелестницы, там гуляют, они бесконечно гуляют. И они такие сомнамбулы, они полуспят. И вот это невероятное как бы обнажение, по которому мы тоскуем. Мы ведь, смотрите, что происходит в нашей любви. Мы хотели бы нашу нежность переплавить в золото. То есть нежность нас страшно обогащает, но и вульгаризирует, потому что через нежность просачивается тут же физиология, как бы то, что мы называем похотью, и наше возбуждение, уничтожая нежность, создает путь к открытию оргастического переживания. Это, конечно же, большая беда, но с этим ничего не поделаешь. А Дельво нас успокаивает. Он говорит: господа, ваша нежность будет с вами навсегда. Вот девчонки, которых вы будете любить, потому что вы их будете все время желать, не имея возможности хорошенько их трахнуть. А мы-то сволочи какие? Ну мы пацаны ублюдки, нам только и дай бабу трахнуть. С одной стороны, как бы, не подлинности. А подлинность говорит: Господи, парни, как же вы прекрасны, какие же вы рыцари, как вы нас любите. Мы же видим, что вы нас любите, поэтому мы вам и отдаемся. И мы отдаемся прелестному. И Дельво как раз говорит о том, что мы прелестны. И он нам картинки этой прелести делает одну за другой, пошел. А эти интеллектуальные сволочи и кретины, эта мразь, говорят: да это же кич, смотрите, как он популяризирует самого себя, он не сдвинулся с места, как он хотел бы заработать на этом, суки. И при этом мутят мир, превращая его в гадость, заставляя молодежь сбиваться в стадо каких-то полувозбужденных козлов, которые должны самореализовываться в
каких-то театральных представлениях и спектаклях, используя живительную энергию тела, якобы для самовыражения, для творчества. Вот сейчас мы, и да ради Бога, будьте там, где вы есть. Оставьте нашего дерева нам, оставьте картины картинам. И это хорошо, что сегодняшний мир девальвировал ценность картины, тем самым повысив ее значение. Те, кто по-прежнему верен в подлинности того, что картина есть сокровенная и работает в этом направлении, у них колоссальное будущее, потому что территория зачищена абсолютно. Абсолютно. Это прям прекрасные дни для того, чтобы по-настоящему как бы работать. Ну вот, и Дельво оказался вот тем, кем он и оказался. И поэтому он дожил до 94, по-моему, лет. Там что-то до сотни немножко не дотянул. И писал до последнего дня, оставаясь тем, кем он и был. Вот это вот и есть гений. Ну, так скажем, непризнанный. Ведь у нас сегодня гений – это непременно успех. Это непременно масс-медийная фигура, которая растиражирована в таком количестве и в таком невероятном, как бы, жутком многообразии, что кажется, ну куда ты денешься от Дали сегодня? Хотя это такая уже, ну, это пошлость. И в конце концов, вот он, через что должен пройти миф Дали? Через очищение вот этой пошлостью. То есть придет время, когда он будет невероятно пошлым. Вот это время сегодня. Ой, Дали, Сальвадор Дали. Прям в какое-то время это прям так извечешь, аж прям слюни текут, какой Сальвадор Дали. А на самом деле, ну, как бы, ну, такого уровня художник, ну, значимо, все прекрасно. Но он как бы содержание нашего времени провел через испытания вот этой вот пошлостью, вот, и как раз вот этого китча. И, скажем, работы до 30-х годов, там, до 36-го года, это где-то еще вот как бы работы, где он себя еще искал, где он был, ну, скажем так, настоящим. А работы уже вот этого религиозного, там, на эти 2 там, на 3 и прочее, когда он это уже делал там, для того, чтобы поиметь там хорошие деньги, это уже, конечно, там уже нет. Мастерство осталось, остается еще, они как бы неплохо там сделаны, а духа, замысла уже нет, а нужен огонь. Подлинность нуждается в огне. Огонь, подлинность – это непременно огонь жизни. И если ты живешь, а все задавлено, вся подлинность задавлена вот этой вот, как бы, под той бытованием, выживанием, тем, что… Им же самим. Ну да. Тем, что, ну, почему, скажем так, жизнь не может быть, как бы, ну, не может быть вот всюду открыта для подлинности? Только потому что, вот сама, скажем так, технология воспроизводства, она чрезвычайно драматична, чрезвычайно. Жизнь, она совершенно как бы не о том, чтобы человек был счастливым. А мы прошли все эти как бы вот стадии через технологические обновления, и нам кажется, что мы уже только созданы для блаженства, для потребления. И нам эта роскошь демонстрирует, как все ярко, как мы живем на яркой стороне. А на самом деле не так. И тут же она нам говорит, как мир не одинаков, какого он свиреп в этой своей выживаемости, как надо быть быстро блогером, набрать 1 миллион голосов, чтобы потом учить других людей. Мы бесконечно должны учить эту вот массу, чтобы на уровне учительства зарабатывать свои как бы, деньги, эти свои копейки. И в результате мы такие, какие мы есть. Какие-то несчастные, какие-то убогие, какие-то стремящиеся к добыванию тела через боль. И даже в наслаждении в сексуальных вот этих вот своих театральных играх мы тоже вот стремимся там перевязать, переиспытать, перерезать, чтобы хоть что-то почувствовать, потому что нежность нам уже не поставляет этого восторга. Потому что мы прошли эту как бы школу и утратили способность быть чистыми в своем переживании вот совести, в своем наслаждении этим, ну, так скажем, немым бытием, которое не вопит, не кричит, не популяризирует себя, не навязывает. И почему нам хочется там куда-то убраться за город, почему хочется спрятаться в каких-то личных переживаниях? Вот давай возьмем любую попсовую фигуру. Ну, пусть вот нашего этого даму в юбке, которая лезла в президенты, Собчак. С одной стороны, она все время как бы стремится к тому, чтобы быть
ну, доступное, какое-то там откровенное. Она не скрывает, что она зануда, вредная баба, не красавица, ну и хрен с вами. Но зато какая она подлая, какая она настоящая. И в этом как раз вот и есть хрень. Потому что есть и другая, которая никогда не будет явлена на публику в пространство публичности. Вот в это музейное пространство, где выставлен писсуар. А что такое публичность? Это по сути публичность, это по сути вот то музейное пространство, в котором каждый из нас проявляется. Почему вот гаджеты так нам дороги? Потому что это тоже музейное пространство. Потому что это тоже нас в облака уносит. Это тоже обещает нам бессмертие за 2 копейки. Я купил дорогой гаджет, на селфи снялся, у меня 5 подписчиков, я уже бессмертный. Технология меня этим обеспечивает. Мне не надо быть там ни подлинным, ни корявым, ни кривым, никаким. Да я уже вот я, мать вашу. А вы там занимаетесь своей хуевиной какой угодно. А тем не менее культура остается культурой, она говорит о том, что кто бы и как бы и каким образом ни жил, а шедевры, они бронируются оргстеклом бронированным, хватит уже там нас резать, поливать там кислотой. Тут торт кинули Вот. в Мону Ну Лизу. да, там торты кидать в нас, да. И поэтому вот эти залы, я когда впервые попал в Уффици, смотрел Боттичелли, да, «Весну», мне казалось, боже мой. Вообще, когда ты видишь впервые шедевр, ну, не исключено, что ты начинаешь, ну, ты плакать, у тебя слезы льются, потому что, ну, это вот и есть общение с Богом. Я смотрю, боже мой, ну, неужели это можно было сделать, вот, да? Ну, ты как, это художественное переживание, определенная школа. И сейчас, когда я приезжаю в Уффици, а там уже они забронированы, все, я думаю, Господи, как хорошо, как будто шедевр защищает сам себя. То есть теперь не просто будет уже добраться как бы до него. И с каждым разом не просто добраться до шедевра знания, до подлинности, только потому что СМИ, вся среда, и весь ритм бытования наш, он старается, ну, все это как бы брать подальше, потому что это должно служить единицам. Вильгельм, а скажи, вот мы все говорим о западных художниках, а что ты можешь сказать о русской живописи? Почему у русской литературы такая счастливая судьба мировая, а русская живопись, ну, как бы немножко не удел, как будто бы? А это связано с экономикой и политикой, потому что западная живопись раскручена и навязана, а русская нет. Допустим, возьмем Климта и Филонова. Если Климт – это мировой художник, это бренд, то Филонов – это, ну, почти что ничтожество. Ну, я имею в виду на рынке мировом. А это совершенно как бы, ну, несправедливо, потому что это несправедливо. Вот. И еще, если мы возьмем русскую школу как бы вот живописи, то, опять же, ее просто ждет переоценка в будущем, и все, западная хорошо раскручена. Наш Левитан или Айвазовский – это величины существенные. Клод, Шишкин, да, это техника живописи, вот. Ну, я не буду говорить об авангарде, который, вот они достали Малевича за счет там квадрата, и за счет того там немножко повыпендривался, достали Шагала только потому, что он оказался там, ну и так далее. Вот. Вот и ответы на вопросы. Ну, а почему? Ну, а почему с литературой-то не так? Тоже могли бы своих там продвигать. А Или литература не без границ? Да, а с литературой не так, потому что литература — это язык, который, ну, как бы вот он язык и все. И она... Для него галереи не нужны. Да. И она была там переведена, там, и она более доступна, конечно. И она скорее проникает в каждого человека. Ну, вот, скажем, возьмем Достоевского, вот такого сумасшедшего экспрессиониста, который вот прямо вот и полетел в душу к человеку. И кто только его не читал, кто только не наслаждался. Немецкие экспрессионисты вообще обожали Достоевского, они читали там... Я их понимаю, вот, да, потому что я читаю и думаю, как это читал Ницше, я вот, например, вот, представлял и думал. Ницше с таким восторгом, да. Вот и все.
И поэтому литература как бы она так открыла дверь, так одной ногой, просто вот ногой, потому что она действительно была волшебной. А волшебства с русской не произошло, потому что были наши передвижники, которые в социализацию там полезли, Стасов там много наработал на то, чтобы ее там по-своему заглушить. Французы ушли в сторону вот этого наслаждения там пейзажа, красочности, как бы немножко в другую сторону. Ну и плюс да, эти вот СМИ, которые все сделали иначе. Это вот такой здесь совет очень простой. Но это не значит, что по количеству вот мы можем быть равновесными, потому что все-таки русская живопись это не такое уж многозначие. Хотя там, если брать нашего там Брюлова, он в свое время произвел там фурор в Европе, будь здоров, с Помпеями, вот. Да и Иванов с явлением народа, хотя там была своя заморочка, может быть, и излишняя в том, что он слишком долго работал. Я к тому, что по количеству как бы созданного, конечно, не сравнить с европейским, потому что там и художников было много больше, конечно. Но если бы мы делали мировую выставку, справедливую, так вот выразимся, если бы это можно было представить себе, то еще и неизвестно, как бы зазвучали мы. Вот когда делали такую выставку в Гугенхайме в Нью-Йорке русским, американцы сели просто на задницу. Они, это русские? Они открыли для себя. Вот это вот как раз и есть то, что... и открывайте дальше. Да, это русские, да. Вам еще иконы открывать, вам еще открывать и открывать. как бы. Но был, конечно же, и некий упадок, потому что, конечно, мы не величины там, если так уж совсем открыто говорить, в том числе и в живописи, и в философии. Конечно, были там люди покрепче на Западе. Но это ни о чем не говорит. Потому что мы тогда кинем на карту этих выяснений нашу историю русскую, и все. Мы скажем, давайте так, вот она вам, вот русская душа, и все, и танцуйте вокруг нее. Дайте нам такую же душу. А если говорить о тех фигурах известных, да, это там, супрематисты, в частности, Малевич, вот ты помнишь момент, когда ты увидел вот впервые «Черный квадрат», да, вдруг ты помнишь. Помню. То есть, и ты как бы знал уже, что вот есть такой черный квадрат, или ты его увидел, вот какие у тебя ощущения были, и трансформировались ли они в течение жизни? Коварный вопрос. Коварный вопрос, потому что он как раз раскрывает содержание вот этого многообразия судеб в отдельно взятой личности. Вот есть период одной личности, как словно бы личности в скобочках, а вот как бы другой, третий. Когда я начинал, я, естественно, обожал Левитана, потому что ты шел на этюды и реализовывался в живописи и в мироощущении как единым целым, через писание этюдов. Это очень важно. Профессия входила в тебя сквозь твою жизнь. Это очень важный, существенный момент. И Левитан был в этом смысле, трансцендентным существом, неким закрытым совершенно мифом, то есть Богом, который просвечивал сквозь вот это многообразие жизни своей такой непререкаемой картиной чудо-настроения. Казалось, Господи, как волшебны все эти вот картины, вечера. И благодаря Левитану ты как бы воспринимал и реальную жизнь также. Закаты, там вот эти вот его, и вообще вот его этюдность в живописи. Боже мой. Или Айвазовский, который открыл техническую возможность писания воды. Да на Западе таких нет. Тернер, да, Тернер хорошо, все. Да, это авангардист, это мощная фигура, но западного склада. Да, это формалист, там все, это сумасшедший, безусловно. Но это не Айвазовский. Айвазовский запросто равен Тернеру, если, как ни странно, не выше. Не будем этого бояться. Да, он открыл там эти лессировки, да, там сымитировал там эту воду, там Бог с ним. И ради Бога, успокойтесь. Но мастера такого вам еще поискать на Западе. Вот вам фигуры. Вот. Так что есть над чем подумать. И когда ты переходишь от непосредственного переживания живописи к природе и обратно от природы к живописи, тебе так хорошо, ты думаешь, Господи, как же мир прекрасен. Вот ты учишься,
А там есть и Андрей Карев, кстати, вот друг твой, ну и много других друзей, мальчишек. И ты развиваешься. А если ты развиваешься, получаешь какую-то информацию, ты сталкиваешься с живописью Сезанна, Ван Гога, Гогена. И первое столкновение вызывает шок. Ну, не будем говорить, что я прям вот сегодня смотрел Левитана, а завтра вот сразу увидел Сезанна и обомлел. Нет, конечно, это все было, ну, вот по времени немножко так раздвинуто. И плавно одно в другое входило. Я любил еще Левитана, а в это время там Сезанн там не открывался, там Яблоки нам написано. Мне казалось, что Яблоко можно писать так, как его писал там Левитан, то есть все смешивалось во мне пластически, да. Но, тем не менее, я как бы понимал, что Сезанн – это про что-то другое. И вот этот шок тебе говорит: сынок, успокойся. Вот великое мгновение истины. Все эти Сезанны, Ван Гоги, Матиссы и прочая живопись – это декоративное искусство. Это декоративное искусство. Это отрешение от той подлинной живописи, которая непосредственно связана с натурой. Если Левитан работает на природе и с ней связан, если даже импрессионисты, про которых ты еще ничего пока что не знал, тоже работали на природе и связаны с природой, это одно дело. А когда ты, Сезанн тоже работал с природой, но он уже абстрагировался. А когда ты начинаешь писать условно, почему я еще об этом говорю? Потому что я сознательно пошел в училище на декоративное оформление. Сознательно, потому что я знал, что живописец я и так, живописец, со мной будет все нормально. Мне это как бы не надо втулять. А вот декоративное оформление – это что-то вот новое. Я подумал, посмотри, что такое новое. И получилось хорошо, потому что вдруг нам дают задание, ставят натюрморт, и вот ты его пишешь в обычном ключе, как это положено, светотень, рефлекс и прочее. А теперь, студенты, давайте напишем его как? Правильно, декоративно, условно. И надо перейти эту границу. То я смотрел глазами реальными, и должен был трансформировать вот эту реальность, перевести в реальную как бы, ну, живопись, вот как я ее понимал традиционно. Свет, тень, блики, материальность, вот она у меня керамика, вот ткань, бархат, вот стекло блестит, правда, да? И я пытаюсь это все сделать хорошо. У меня получается, я рад, я продвигаюсь. А здесь мне учителя говорят: а теперь отвлекайся от этого. И вот ты смотришь на реальность, а делай условно. Я такой смелый, ну мне же разрешили это. Я раз там кувшин вот так рисую, а лист вот так линии обвел. Ну как хорошо. А я смотрю, это же самое у Ван Гога. То есть я там больше декоративности вижу. Ну ух ты, как они. А потом мне объясняют критики: господа, вы знаете, почему эта живопись хорошая? Потому что там художники думают. Они там переживают, там страсти. И то, что они думают. Мы же живем в атомном уже веке. Мы живем в век кибернетики. Поэтому у нас такие художники, как Колье, там, и поехало. И Сезанн потому сложно, потому что природа состоит из куба, конуса, шара. И это надо... И как ты думаешь, бог ты мой, как же много всего. А я что, только в настроении буду оставаться? Да нет же. Я тоже хочу пойти дальше. И как понесло тебя, и тебе уже нравится, что все это вообще к чертовой матери летит, а художники каких только нет. И Роза Соловей, это губки красит, шляпку надел, а это Марсель Дюшамп, такой классный пацан. Это потом я узнал, что это как бараном. А в те времена это были такие герои. Ну вообще, такого героя, и ты прям в какой-то момент ты потерял немножко кисти. Ну да. Ну, искусство же, оно же может быть разным. Там и жизнь я понесла, поволокла, все понесло, поехало. Ну, а дальше у тебя так и остались проблемы. С Ван Гогом проблемы не было, потому что это художник
Вот тот случай подлинной страсти. Не верите? Читайте письма, читайте биографию. Если вы найдете другого равного по вот этим вот вещам художника, ну давайте его посмотрим. И все влюбились в Ван Гога. Ну и в Матисса влюбились, потому что он, ну, как бы предоставил нам такую вот палитру яркую, цветовую. Мы наконец-то можем открыто любоваться черным, зеленым, фиолетовым. Вот. Он нам дал эту любовь, ну, через предметность, конечно. И, ну, Гоген, там, «Мечта о тропиках», мы это все можем переварить. Но это как бы немножко, тем не менее, другая как бы история. А Сезанн, он оказался сложнее, потому что он хотел вернуться к музейному искусству. Смотрите, внимание, это опять подписчикам, к музейному искусству. Нахрен тебе, прогрессивному, новому художнику. Ты же не с Бугро соревнуешься. Ну это Бугро, там ладно. Бугро, кстати, классный академический художник. Ныне опять его поднимают, а в свое время его затюкала эта критика вся, замордовала. А сейчас и книжки печатают, и все. Ну так вот, ты же не с Бугро соревнуешься. Чуть ты лезешь-то в музейное искусство. А он так говорил: ой, я хочу быть музейным художником, но через Пуссена. Он обожал Пуссена, а это классик. То есть я хочу быть классиком. Но в чем его подлинность? Он сказал: я не могу переживать искусство как подлинное, если я подражаю уже состоявшемуся подлинному искусству. Вот читай мысль. Я не могу быть подлинным в искусстве, если я подражаю и рисую так же, как вот они рисовали. А я хочу отойти от этого, это сложно понять, это забыть. И увидеть вот впервые, вот яблоко лежит передо мной, и я вижу, какое оно тяжелое. Ну, черт побери, оно тяжелое. И я пробиваюсь к этому яблоку, я его рисую этой краской чертовой. Там. И это какая-то вот эта новая подлинность, которая в социальном плане сразу провела границу между академиками, вот этими Бугро всякими, да, и новым видением, когда глаз стал опираться на реальность уже и в смысле мышления, не только глаза. Прежний глаз, он хотел все залакировать, он хотел сделать все как настоящим. Глаз наслаждался собственным зрением. Он говорил: ой, как же мне хорошо видеть розу, как мне хорошо видеть женщину. Смотри, не только глаз этим наслаждался, но и рука, которая изображала груди, бедро. А если ты посмотришь на уродцев Сезанна, ты скажешь: мать твою, неужели я с этой женщиной? Ну, как то, что он нарисовал. А этот дурак, он рисует вот ту подлинность, уже невиденную этим новым глазом. Он позволил себе уйти из традиции. Ну, это как вот, скажем, если вот ты поэт, и традиция такова, что вот непременно рифмы надо вот сопрягать вот таким образом. Ты на этом воспитан, тебе это нравится, да? А потом ты себе говоришь: слушай, ну язык такой многообразный, и жизни так много всего, а да я попробую новую поэзию. И ты уходишь в это новое спряжение слов, и теперь ты уже не знаешь, насколько это хорошо, потому что ни культура тебе об этом пока что еще не говорит, ни критика, никто, ни сослуживцы, ни друзья, ни такие же поэты, как ты. Те, кто продолжает в старом ключе, они вроде поэты, а ты новый. Вроде как. То есть вот, ты понимаешь, вот, что стык этот может быть? Просто с глазом сложнее, потому что, знаешь, почему с глазом сложнее? Потому что традиция глаза мощнее. Мы рождены видеть глазом. Мы не рождены говорить речью. Речь приходит позже. И мы в ней открываем знания жизни позже. И поэтому мы можем валандаться с этой речью уже позже, когда взрослеем. А глаз нет. Глаз он сразу, вот ты родился, открыл глазочки, прозрел, и пошло-поехало с глазом. И поэтому, когда Сезанн видит по-новому и говорит, что, ну, ребята, я так вижу, все, даже Дали говорил: Сезанн,
Да это маразматик, это вообще дурак, который рисовать не умел. Дали говорит о Сезанне. Эй, вы, которые любите Дали, Сальвадор, он говорит о Сезанне, что ты просто дурак, который не умел рисовать. Просто болван. И вот так это вот и остается по сегодняшний день. И тогда вот эта мудрая публика, которая идет в музей, говорит: ой, ребята, я в современном искусстве просто вот фанера, ничего не понимаю. А кто-то говорит: стоп, 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 стоп. Ты всюду, ты герой, ты пришел в музей, не волнуйся, что-то тебе нравится, мы сейчас тебе научим, ты тоже художник, ты тоже человек. И пошло-поехало, мы сегодня про это много говорили, что да нет, мы все художники, пописал, покакал, уже искусство, все. Ну, то есть поднимают это для того, чтобы художников было в массе как бы много, все продуцируются, говорят, для того, чтобы запутать, диверсифицировать вот эти вот, вообще как бы изничтожить позицию денег, которая говорит: нет, 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 только подлинное, только хорошее искусство стоит прямо вот эти вот миллионы. И пошло, мы опять ни черта не понимаем. Так миллионы или не миллионы? Не миллионы. Где это искусство? Где оно подлинное, где нет? Это вот для того человека, который, ну, как бы далек от того, чтобы разбирать это по крупицам. Ну, я возвращаюсь к тому, прости, что я так далеко к твоему вопросу. Как я переходил, скажем так, от Левитана к Сезанну. Очень сложно. И я скажу, что до конца мной этот путь как бы, ну, и не пройден. Хотя я утверждал, что сегодня я уже работаю спокойно в том, что я делаю, но проблема проведения линии и формулирования, так сказать, пятна там на плоскости вот художественной, то есть проблема, грубо говоря, техники, она все равно остается. Насколько ты можешь позволить себе быть традиционалистом или какие-то авангардные там приемы использовать, или смешивать одно с другим и так далее. Сегодня это не может быть прописано, потому что мы пока что еще не знаем, да и не будем знать, загадки будущего искусства, которые нам, ну, потом уже задним числом раскроет там на все глаза и скажет, насколько мы были подлинными или неподлинными в том, о чем говорили сегодня. Ну, вот такие смельчаки, как я, которые вообще плюют на все и делают то, что им надо. Или те живописцы, которые работают в традиционном ключе, но в образных мирах других. То есть сталкивая образные миры совершенно иначе, но не в духе Магрита, а вообще все это миксируя до такой степени в разных вариантах, что их очень много. Но не думай, что средства массовой информации из них выбирают и делают бренды прям. Ни хрена. Они такие же аутсайдеры. Их полно. Вот поройся в интернете, ты найдешь массу как бы, ну, чудесных художников. У тебя даже глаза как будто на лоб полезут. Бог ты мой, а почему же я этого не знал? А потому что нам кажется, что мы знаем только то, что растиражировано в огромных количествах средствами массовой информации, что висит баннерами на дорогах. То есть мы вообще ничего не знаем. Мы знаем вот вершину айсберга, которая ни про что. А это же, которая ни про что, она говорит нам: абстрактное искусство, полоска, пятнышко, кляксочка. Ну, неужели это? Неужели только это? Да не может быть. Ой, тогда не, надо попрыгать, надо поскакать, надо и выплюнуть какую-то там из себя блевотину. И вот так, не это, да нет, вроде тоже не это. Ой, да ну и в это современное искусство, ну его к черту, все, надоело. То есть вот путь весь. Ты не хочешь немножко поговорить о друзьях своих? Например, ты вот уже упомянул Андрея Карева, у меня недавно была с ним тоже встреча, интервью. Вот о том времени немного рассказать, о юности, что вы делали, то есть как вы как художники вообще могли себя проявить в то время? Как художники в то время мы себя проявить не могли по простой причине того, что мы были учениками. И мы это знали. Мы ученики. И поэтому, когда мы переходили от Левитана к Сезанну, будучи учениками, переживая это драматично, мы не знали, как выстроить эти мосты. И поэтому каждый из нас шел своей дорогой. В человеческом плане мы, конечно, дружили, конечно, все это было как бы тепло, да. И позволь мне ответить с перспективой, с огромной-огромной перспективой. В то время, когда Андрей Карев, прекрасный мальчик, учил меня играть в шахматы, и мы играли с ним в шахматы в училище,
Это был золотой век молодости, одно дело. Потом нас жизнь развела со всеми моими друзьями молодости училищными, перед которыми я там по-своему преклонялся, каких-то превосходил, там, для кого-то я был там как бы фигурой бог знает какой. Неважно, мы были все детьми, учениками. И это было хорошо, и это было прекрасно. Мы открывали для себя мир. Но потом жизнь всех нас развела. Мы обзавелись новыми друзьями, новыми ощущениями и открытиями жизни. И вот я встречаю Андрея и Валентина через много лет. Галищева. И Галищев Валентин, он был прекрасный мальчик, чудесный, да, ладно, давай скажем, художник, хотя мы были ученики. Он любил там Шагала, он так проявлял себя художественно. Ну, что там говорить, ну, у нас были хорошие отношения, все. И вот мы встречаемся на футбольном поле в Пехорке через много-много лет. Ну, пусть будет, ладно, не побоюсь этого, через 50 лет. Да, я в 69-м окончил училище художественное. Вот. И Галищев Валентин мне говорит: а знаешь, Николай, вот прости меня за то, что я не стал художником. Он прожил жизнь. Он в Мухинку поступал. Я не побоюсь сказать, может быть, если не 10 раз, то с ума сойти. Уж 5 точно. Не поступил. Он бодался с Питером, он жил в Питере. Он хотел, он доказывал, он там что-то делал. Он всю жизнь прожил в принципе, как художник. И в конце жизни, буквально накануне смерти, он умер. Он умер чуть ли не в этот же год, когда мне это сказал. Он говорит: Николай, прости меня, что я не стал художником. Это такое признание, ты меня извини. Это очень сильное признание. Ну да. В связи с прожитой жизнью. И Карев Андрюша, которого я боюсь видеть, потому что я боюсь видеть его без содрогания, потому что это мое прошлое, черт возьми. С женщиной я могу встречаться, там с Натальей, все, потому что мы то разходились, то встречались, я сейчас опять там живу, она опять меня бодает, там, я опять там с ней. А с Андреем я не могу, потому что мы встретились, и Андрюш, господи, как это, и он, мы прям вот, знаешь, это сложно через многолетия встретиться. А если ты спрашиваешь о том, насколько мы реализованы, я ему даже постеснялся подарить книгу «120 дней любви». Зная его хрупкость некую, его традиционное воспитание, и как критика, как художника, а я прорвался уже в такие пространства, иные, что мне для того, чтобы подарить ему эту книгу, надо было бы с ним еще долго и много разговаривать, а у меня уже нет вот этого дыхания. Это как Шагал сказал: знаете, я в Витебск не поеду, я умру. Когда ему сказали: поедешь на старость, вот я когда вижу Андрея, я умираю, потому что это прошлое, это не то чтобы сентиментальность, это сдвигаются пласты. И поэтому я и хотел ему подарить книгу, а то, что я сейчас делаю, он скажет: Николай, Вильгельм, ты такой мальчик, ты... хотя я всегда знал, что такой. Такие черти там были. Ах ты, как гаденыш. Что натворил? Выскажет тоже свои претензии. Да. А я скажу: ой, Андрей, а что это ты такой критик? Такая зануда, вы так залез в это свое традиционное искусство. И вот так вот мы побратали, шампанского напились, и может там чего-то. Вот, собственно, о друзьях. Да, это такая дружба. То есть она там осталась вся. Да. Она всегда остается там. Кстати, Андрей написал к 5-му тому дневников предисловия. Ты его еще не читал? Тебя? Нет. Много впереди. Как он написал, если он не знает, какой я демон сегодня? Я скажу. Он писал о том времени. Да? Вот, видишь? Вот. Это удивительно. Он рассказал о том, что о чем мог рассказать только он.
Вильгельм, а скажи, пожалуйста, мы вот все сегодня весь вечер, день сидим вокруг этих книг, как бы это центр нашего такого визуального ряда. А я знаю, что вот вышло уже 5 томов, а что ты их не открываешь, эти книги, не читаешь их. Вообще, какое у тебя с ними взаимоотношение? Это же твои дневники. Почему? Неужели тебе не интересно посмотреть, как они сделаны? Ах, Не Паша, твое имя? ах, Паша, какой ты гаденыш, смотри. Ты задаешь такой, как бы, ну вот, в некотором смысле интимный вопрос. Значит, я А дневники отвечу, разве это не интимно? да, я отвечу сразу вот возьму две плоскости. Первое. Ну, нет смысла говорить о том, что ты, конечно, мечтал бы там быть изданным. Я вообще мечтал там роман там написать, что-то вообще вот сделать. Ну, не случайно там я и писал это какие-то записные, да, вот, да. То есть, конечно, когда ты ну, как бы держишь в руках такую книгу, есть некая... Погоди. Есть, вот, это я отвечаю в первой фазе. Есть некое ну, как бы удовлетворение, вроде что ты что-то осуществил. Ну вот, а теперь давай о подлинности как бы и жизни поговорим. Но я не хочу иметь дело с иллюзией радости, с иллюзией счастья, с иллюзией обладания женщиной, с иллюзией обладания семьей, которую я реально не создал. Я хочу быть всюду подлинным. И когда судьба показывает меня, предоставляя мне некое зеркало, я страшно пугаюсь, потому что я не верю в то, что возможно, ну так скажем, как бы запредельно. А для меня написание как бы романа, изданная книга и так далее, это вот то запредельное, с чем я как бы вот жил, мечтая. А поскольку вот эти книги — это реальность, то я бы сказал так, что эта реальность, она не моего свойства, она не мой продукт. Это благо, в частности, тебе, который практически занимался этим делом в издательстве, и фонду американскому издательскому и прекрасному издательству «Слово». Вот здесь можно о социализации. Можно, да, сказать? О социализации несколько слов. То, значит, мы сегодня так, как бы его так запросто эти карты разбрасывали. Ой, социализация, там столько всего. Нет. Люди работают, люди делают. И они делают это профессионально, они вкладывают душу. И вот это как раз вот то издательство, которое работает, ну, не только популяризируя как бы это дело, но и с любовью, с тем, что они отдают себя этому. Вот здесь я тоже усматриваю некую производственную как бы подлинность. Вот здесь она вполне уместна. То есть мне нравятся книги этого издательства. И я горд, счастлив тем, что это именно, что это издательство как бы работает со мной. Вот, все хорошо. Что ты это как бы сумел организовать, там, сделать, простроить контакты, вот, все это как бы замечательно, это огромное спасибо. Вот это вот что касается как бы социального явления. А что касается открытия, я как бы, я в тревоге, потому что для меня, с одной стороны, это факт того, что все это уже существует, но я не хочу терять свою девственность. Вот в каком смысле. Если я открою как бы эти книги, я признаю, что они реально существуют. Это как женщина, которую ты любил, носил ей цветы, тортики, целовал, обнимал, гладил, и вдруг вошел в нее. Ну что же такое? Любил, все прекрасно, но этот период у вас закончился, и вы вошли в подлинность отношений гораздо более глубоких. Вы уже сблизились, все, окончательно. Вот, ну и как бы женщина. Так же вот и здесь. Я с социальностью как бы очень настороженно отношусь. А здесь мне преподносят факт, мы не будем о подробностях говорить, когда я словно бы отделен от меня. И когда я открою эту книгу, я буду ошарашен и удивлен тем, что Бог ты мой, я обнаружу себя, я увижу себя в зеркале. А я этого как бы не хочу и боюсь, потому что я не подлинный в этом. Я не верю в то, что это есть, ну, как бы факт.
Ну, издали, да. Издательство прекрасно, я тебе благодарен, все чудесно. Что не так? Я не верю в события. Я не верю в то, что это произошло, ну, как бы реально. Это произошло метафизически, это произошло за гранью моего понимания, это произошло трансцендентно. И я слиться с этим не могу и не имею права, потому что у меня нет веры. Я не верю, ну, как бы, так скажем, в божественность происхождения этих вещей. И мне это неверие помогает жить. Пока я не верю в то, что это есть, я как идиот. Ну, какой-то болван там, надо же, сколько понапечатал. Как только я открою и увижу, что это я, это моя жизнь, я жутко буду напуган. Ну, я реально буду напуган. Моя, ну, так сказать, моя мечта закончится, она лопнет на этом. Сейчас я верю в мечту. О, какой дурачок, пишет там эти книжки. Кстати, вот сейчас, минуточку, там, да. Вот где-то там 30-й том будет. Да. Что такое-то, господи. Вот. Пожалуйста, можно даже так приоткрыть чуть-чуть там. Вот. Да. И пока я верю в то, что я это делаю подлинно, ну, я не делаю это для того, чтобы, ух, там, я вот такой вот идиот, какой я есть. Мне хорошо от этого. А это мне покажет, эй, ты. Какой-то определенностью тебя наделит. Я ее не хочу пока, вот и все. Но, если бы нашелся идиот, который купил мою работу за ту сумму, которую я назначаю, и я бы сказал себе, вот наконец-то я появился в этом мире, и стою того, чего я стою. Вы же швыряетесь деньжатками, так вот будьте любезны, киньте в мою шляпку, на мою картинку. Вот я бы сказал, ох, молодец, Вильгельм, ты сделал свое дело. Ты можешь спросить меня, хорошо, сколько стоит лист твоей графики, чтобы ты почувствовал себя реальным? Ладно, один лист только, один лист. Один лист. В прошлый раз ты отвечал, но ответь. Интересно, изменилась цена Черт, или нет? паразит, а? Я ведь не помню, как я отвечал. Хорошо, поэтому, ну, это интересно. Инфляция произошла или наоборот? Там была определенная картина. Дело в том, что, можно сказать, что я тебя поймал на этом, что один лист это не покупка все равно. И я все равно моя вера в результате получается, что я обманул себя. Моя вера в результате этого не появится. Я лишь только дам сигнал некоторым, кто хотел бы вроде бы как бы купить там и поиметь, но на самом деле всякий раз трясется, что я там назову или какую-то иную сумму, или еще там что-то, или там, понимаешь? Я как автор пока вынужден помолчать. То есть я пока работаю для другого. То есть я эти книжки в ближайшее время, у меня есть надежда, что я их не открою, и слава богу. Вот издание их закончится на какой-то стадии, а я судьбе буду говорить так: эй, вы, а у меня еще такое количество их накопилось. Если вы подлинные, если вы реально работаете, а какого же хрена вы это сделали, да? Вот смотрите, вы с меня сняли сандалии, носки, штаны. Наоборот. Рубашку, галстук, пиджак, а штаны все прочее оставили. А как мне заниматься любовью? Тогда уже давайте все остальное. Тогда давайте вот все это делайте, и я счастливым, удовлетворенным, подохну, я это сделал, это вышло. А там как это все существует, мне уже не интересно. Все, вот ответ. В общем, тебе угодить сложно. Сложно, очень сложно. Я единственное, что я прошу и на чем настаиваю, это на том, чтобы верили, что я реально к ним не прикасаюсь. Чтобы не думалось так: ой, да ладно, там понагрел, а сам там, Нет, как раз в этом проблема, что я не хочу ее раскрывать. В этом. Не в том, что я там, в этом суть. В этом я нахожу для себя подлинность. Я не хочу видеть себя таким, какого я есть. Я лучше того, не что хочешь, я в смысле, себе думаю. Ты не хочешь это читать? Или просто именно... Нет, я бы почитал именно это. Да. Нет, я же это писал. Да. Почему? Я бы это почитал. Более того, я бы даже дизайнеру наверное, удивился, сказал, как хорошо сделали, молодцы. Очень хороший дизайнер. И вот этого все. Нет, это как раз меня бы в восторг привело. Но меня не привело в восторг то, что это сделано так скажем, раньше времени. У меня еще нет такого. Какого хрена все это есть? Я продолжаю. Смотри, сколько еще меня. А сколько я всего понаделал, а где это все есть? Где мои выставки, подлинные? Где мои картины? Кто-нибудь их видел? В факте, не напечатано.
Где вот это все? Где покупка моих вещей? Ну, натуральная покупка. Я живу, как это сказал, знаешь, тот же Марсель Дюшан, как он дает интервью и говорит, а вы знаете, я такой гений, да, хороший, большой. Ну, Дюшан, ну что вы, о чем вы говорите? Вы, конечно, гений. Вот, а вы знаете, что я живу как официант гребаный? Что я живу как подделка какая-то. Он так и сдох, как подделка. Ну, он сдох неподлинным. Трагедия этого художника в чем? Что он копировал сам себя. Он брал свои там работы, маленькими их изображал и делал список своих работ. Вот унитаз нарисовал, моя работа, Марсель Дюшамп. И делал каталог своих работ. И в чемодан там запихивал их. То есть он как ублюдок внушал себе, что он есть в этой жизни, что он есть. А он, на самом деле он был умным человеком. Но его драма была в том, что он не смог реализовать свой подлинный талант. Вот Дали был не очень умным человеком по сравнению с Дюшампом. Но зато он работал как проклятый, дурачился как проклятый. Ну, трахался не как проклятый, сколько было дано, там ничего не получалось, там мастурбировал без конца, это скучно. Так что здесь может быть очень много разных позиций. Вот я бы не хотел быть таким Марселем Дюшампом, который, знаешь, вот делает копии этих картинок или носит его так в комнате, ой, напечатали, ой, блядь, напечатали. Да нихуя не напечатали. Нет этого. Ну а ты проявлен в этой жизни? Проявлен. Во-первых, меня напечатали. Вот. А во-вторых, у меня работа. Работа есть. И есть эта графика, которая, ну, я не постесняюсь, скажу, что вот этот вот проект 120 дней любви, вот 120 график, это сумасшедшие денежки. 120 листов, цельненькие лежат, как пирожочки, ждут своего покупателя, своего олигарха гребаного. Дождутся. Не дождутся не надо, и меня это не печалит, потому что моя Я подлинность... сказал дождутся, но неважно. Моя подлинность в другом. Я все равно проявлен вот в тех мгновениях, в которых живу. Я уже удовлетворен. Я уже не боюсь, что она там дышит на меня. Мы говорили про это много. Так что это как бы другое. А вот это уже социалия, это уже игра вот того успеха. Ну, вы же ждете больших денег, да? Вы ждете фигуру? Ну, ждите. И вы не хотите ее делать? Не делайте. Я знаю многих художников, которых никто не делает, а они остаются художниками, прекрасными, благородными, чистыми, честными, работающими до упора. Ну и что? Я живу в таком мире. И еще раз просто спасибо тому, вот чистосердечно, кто вложился там в это дело. Я просто вот благодарен, ну, как человек, тому, что это есть. Потому что, ну, что там по совести, в глубине души, конечно, я счастлив. Если бы ты сказал, так, дорогой мой, тут распустил язык, козел, теперь представь, что этих книг нет. Ну реально представь, что их нет. Я бы вздрогнул, свят, уберись со своим вопросом, они есть. Конечно, я хочу, чтобы они были. Все, ответ на вопрос. На прошлом интервью был 1 том, сейчас 5. Тут 5 Фу не ты доехал. мой. Я когда себе говорю каждый раз, ай да Пушкин, ай да молодец, что неужели уже 5? Неужели... Ну и все, вот и все. Скоро придем. Но Да. я успокаиваю себя чем? Чем? Я говорю себе, а когда 10 закончится, я скажу, а что, закончилось, да? Не знаю, это вопрос к тебе, пиши дальше. Да Пока. нету, книжки все написаны. Почему? Там уже куча книжек, которые даже не разобраны. А, это да. Вы же сколько там книжек было разобрано? На каком мы остановились? Ну, в каком-то 2010 году. Да. Отсканировали, потому что они здесь Нет, а по книжкам, да. По книжкам. Нет, по записным 83 книжкам. или 80 ну вот, а их уже больше 10 опять записных. Так что, Вот, да, тут они показаны. ага, вот, так что пошли. И я продолжаю, и потом я продолжаю писать, и я продолжаю рисовать, и я продолжаю мазать Всё, красками. Все. И я продолжаю общаться с прекрасными людьми. Все. Да. Толстой или Достоевский? Вот эти гадские вопросы. Ты уже Да. устал, расслабился, а тут Да-да-да. такой вопрос. Да, давай так. Вот если ответ непременно, да, вот должен все рубить, да, Достоевский. Твое любимое время года? Весна, Возможно ли новое возрождение? конечно, Если где-то во Вселенной существует разумная жизнь, она будет заниматься живописью? конечно, конечно.
Во Вселенной много разной жизни. Более того, в нашей жизни это есть жизнь Вселенной. В каком веке, в какой стране ты бы хотел жить как художник, если бы можно было выбрать? Ух, много раз выбирал. Я бы хотел, наверное, через 1000 лет туда, куда-нибудь в будущее. Ой, здесь так плохо, а прошлое такое вялое. Ну, голландцам каким-нибудь. Не-не-не, все равно, но это золотой век нет. Я бы хотел в будущее. Ага. Лет через 1000 туда. А мне говорят, слушай, ну ты попадешь в такое Г. Я говорю, ну и черт с ним. Я рискую. Я отвечаю на вопрос. Да, конечно. Мне жизнь любопытна будущим. Ну, бойтесь своих желаний, как говорится. Вот. Что ты сейчас читаешь? Какую книгу? Бог ты мой. Ну Или ладно, книги. я скажу идиота, да, но мы, поскольку мы говорим, но Давила, да, десяток сразу открытых книг. Я не читаю книгу одну. Прикроватный столик, он большой, и он просто вот как бы закрыт книгами. И в зависимости от того, ты как знаешь, здесь вот ты читаешь. Чоран, там это, ну, вот, гений, там это все, вот это само собой. Ну, Ницше просто вот у изголовья стоит, это, к Борхесу там ты, ну это как бы, а то, что ты читаешь, ну во всяком случае я не читаю ничего, что связано вот там с попсой. Ну, Пелевина я как-то, я не смог просто в руки взять. И не потому, что он хороший или плохой, вот как ни странно, но потому что настолько это вот забито пространство вот этим делом, что ладно, это не для меня, хватит у тебя читателей. Читателей хватит. Да. 3 твоих самых любимых занятия в жизни? Самых любимых? Женщина, творчество, путешествия. В таком порядке. Все очень просто. Есть ли цель у существования человеческого? Есть, конечно. Совершенствование, познание истины, то есть это беспредел, потому что мы рождены такими детьми беспомощными. Есть. Ну, я имею в виду, может быть, в отдаленном будущем цель. То есть, что мы сейчас что-то делаем. Нет, мы и сейчас ее преследуем. Мы как дети развиваемся. А когда ты в последний раз написал стихотворение? Когда читал японские стишки, недавно в фаланстере купил хорошо изданные эстетские японские, там 3-стишья, и тут же как бы написал, вот это стихотворение вполне, ответ на вопрос. Хорошо. Это буквально там, я не знаю, там недели назад. Но это не означает, что я как поэт, но я с поэтами общаюсь. И у поэтов есть мнение о других поэтах, и о тебе говорят. И хорошо, и разбираю некие там недостатки. То есть это тоже интересная тема. Ух, как интересно. Какой картиной ты сейчас работаешь? Над серией графики, которую мне надо к износа закончить. Прям вот я хочу закончить ее к осени. 120 график, это к серии 120 дням любви, но как бы она иная уже. Это уже как ну скажем так, ну третий как такой ряд, допустим. Были татуировки, там огромная масса, а это вот были утопленницы, это другая масса. То есть это пока вот. И мечта вернуться к классической живописи пейзажей. Ой, как я хочу поработать с пейзажами, просто вот с пейзажами. Я так завидую вот краснодарским художникам, которые могут себе позволить. Это вот когда я уезжаю там на юг отдыхать, общаюсь с ними, и как они отдаются этому экстазу работы с холстами. Я думаю, господи, когда же это я? Ну, просто вот, но я обязан сделать вот то, что я делаю по проекту 120 дней, то есть с этой графикой, которая пока вообще закрыта для любого просмотра. Такой вопрос. Ты просыпаешься утром, и вдруг ты знаменит. Знаменит уже давно, ты очень дорогой художник. Твои картины висят в МОМе, Гугенхайме, Тейт Модерн. Каким будет твой обычный рабочий день в таком случае? Таким же. Вот краткий ответ, таким же, точно. А если уцепиться за вопрос, то можно сказать так. Ну, во-первых, я этим ошарашен, потому что я не прошел этот путь, и я не знаю, чего он для меня стоит. Я не знаю, как я куплен. То есть, насколько я продан в своей там лживости и прочем. То есть, как мною манипулировали. Для меня это очень важно, потому что я в каждом шаге хочу быть подлинным. А зная себя, я как-то не очень верю в то, что я вдруг
проснулся там, ну, типа того знаменитым. Для меня вопрос публичности – это вопрос такой, он скаридный, он сложный, это подтекст, это вопрос-ловушка. Потому что если бы мне нужна была попсовая публичность, ну, в принципе, там, 2 пальца, опять же, обоссать, я бы пришел к этому, если бы она мне была нужна. Ну а какая публичность тебя бы устроила? Какая? Фу, какая? Вот такая, про которую ты и сказал. Картинки во всех музеях мира, и все, ни хера себе художник. А ты спокойно рисуешь, что Да, хочешь. да, я рисую то, что я рисую, да. Расскажи, ты как-то говорил, что когда был молод, ты мечтал о новой революции. Это было такое время, 70-е годы. Сейчас, да. Когда мы пацанами ходили, рисовали там картинки, мы говорили, как разговор помню, как вот сейчас такой закат солнца, мы говорили, а вот если умные люди, вот Ленин, какой он умный, ну, пацанам по 14 лет, он и об этом думал, и об этом. И как ни странно, хотя я уже и рисованием занимался, мне хотелось стать революционером, который мог преобразовать вот весь мир. Причем загореться революцией по-настоящему. И даже какие-то там книги попадались про революцию. Я думал, вот что. И твои детские чувства говорили себе, как жизнь несправедлива. Ну, не ребенку говорят. Я думаю, если я настрою себя на то, что я буду революционером настоящим, значит, я исправлю мир, значит, он будет прекрасным, значит, жизнь надо отдать этому. Ой, как хорошо, что вот есть как бы революция, и революцией можно заняться по-настоящему. И она, ой, ну это же... А как заняться? Что это было? Да, но революция, это же значит, надо быть, ну как бы шпионом в своей стране, получается так. Революция, это же запретное дело. Это же дело, которое, ну, не поощряется. Революция, на то и революция, что ты все должен, да, изменять. А ты же живешь в какой-то жизни, а сам почему-то думаешь про революцию. Вот это меня и пугало. А потом, когда я поначитался, такой немножко книжки поначитался, и как-то, и империя как-то на моих глазах развалилась, ну, все вместе. И в искусство я ушел уже довольно далеко. Я понял, что, ну, нет, ну, и возраст, ну, и все вместе. Я понял, что революция, ну, она пожирает детей, и это справедливо. Она не тоже должна их пожирать, она должна их всех, потому что революцию это молодые делают. А они на то и молодые, чтобы перевести все это к хаосу и вообще к тому, что революция и делает. Потому что никакая революция еще не заканчивалась, ну, благополучием и действительно тем, о чем она мечтала. Дай мне революцию, скажи, о чем она мечтает, тогда я скажу, чего она стоит. Ответ на вопрос. Ну, а какие-то действия были, вот если практически, просто не знаю, там какие-то комитет там создавал, какой-нибудь программ партии. Были же такие в советское время? Ну, Нет, действие только вот... Это было просто желание, порыв, да, был? Нет. Если вот так, опять же, сравнивать метафорически, можно сказать, что когда вот я, ну что там, я не буду скрывать, что когда я создавал группу, а в принципе ее я создавал, вот это там и было как раз, да, вот это вот подполье, там и была идея не подписывать работы, в принципе, это как бы, ну, моя идея, с которой согласились, чтобы нас не поймали, вот это и была революция. Вот так вот мы встретили перестройку, и весь город на ушах стоял по причине того, что уже была эта организация создана. И нам и говорили, черт побери, рекламу и революцию такую подняли, теперь давайте вот искусство только поднимайте до этих высот. Ну да ладно, заткнитесь вы с этим делом, искусство поднимайте, мы свое дело уже сделали. Такой вопрос. А жизнь, она обманывает человека? Вот в детстве она обещает им много сил, уверенности, вот в юности, а потом потихоньку забирает все авансы. Жизнь как раз прекрасна тем, что она как раз обманывает, что она принадлежит вот этой огромной распластанной массе, как бы вот насекомым и прочее, которые выживают. Давай без оценок будем, я просто называю так. И поэтому ты можешь в ней заблудиться, потому что через средства, опять же, массовой информации она позиционирует те или другие ценности. Поэтому успехом называется то, что не успех. Поэтому «Война – это мир», поэтому есть Оруэлл, поэтому есть Кафка, и поэтому живое прячется как бы от того, что мы называем жизнью. То, что мы называем жизнью, на самом деле не жизнь. Мы же знаем, что это прозябание. Для жизни мы должны проснуться, для жизни мы должны стать поэтом, для жизни мы должны написать роман, для жизни мы должны быть достойны, для жизни мы должны жить как следует. Для жизни, если мы знаем свои возможности ограниченные, должны своей женщине там, построить дом, родить сына, заработать там, копейку на жизнь, ну и так, за то, что мы называем жизнью и так далее. В зависимости от твоих амбиций. Если ты рожден с мощью амбиций, такие как у Сальвадора Дали,
Тогда, конечно, ты будешь обижаться на сестру, которая написала: Дали, да ты такой ангелок, это козлы-сюрреалисты его попортили. А он скажет: все, ты не моя сестра, сволочь. А папа, ты не мой папа, козел. И будет вот это вот сбивать сметану, якобы во имя настоящей жизни. Ну и правда, то, что жизнь, и он попался как бы на этом. Ну и что, идиот, ты залетел в эту попсу. Ну теперь Сальвадор Дали везде, ну и везде он, ну и кто ты? Все же понимают, что ты, в принципе, шляпа, дурачок. Это всем понятно, что ты дурачок. Ну, кроме той публики, на которой ты как бы работал. Хотя мы уже говорили о том, сколько в нем подлинности и так далее, ну это старый разговор, да. А если бы тебя превратили в ребенка и сказали: ну, твоя жизнь, она не будет связана с живописью, ты будешь там, например, инженером-строителем, ты бы согласился? Ни в коей мере. Нет. Я уже, будучи ребенком, страшно боялся. Я, может, рассказывал, нас повели на завод вагоноремонтный. Я когда увидел цех, я чуть с ума не сошел. Грохот, вот стрека, там эти машины, и мазута кругом, грязь. Думаю, что такое? Куда меня перевели? Как это согласиться с этим? Никак. Ты можешь рассказать о самом твоем, ну, назовем его любимом художнике, самом, который для тебя наиболее ценен и важен? Золотой век Нидерланды, это как бы это, вот весь. Рогер ван дер Вейн, Мемлет, Кристус, это все. Это вот самое любимое. Самое любимое. А если говорить вот о, так скажем, о не высшей планке, не о сверхбожественном, а более, так сказать, как актуальном, это, пожалуйста, вот Дельво, Магрит, Пикассо в том, что он был постоянно работающим, не в том, что он там понамазал, там, бог знает сколько фигни, вот. Да. Миро, Кирико, то есть, как говорят, это, в принципе, да. А вот что касается вот этих неудачников, Дюшампа, Бероуза, Уорхола, то эти неудачи тоже надо интеллектуально переварить. И если ты их переварил и осознал и понял, какую они как бы пользу приносят тоже человеку, то и ладно, бог с ними, да так, и козлы и козлами. То есть их тоже как в ряд вписываешь, но уже с оговоркой. И те, которых ты там открываешь. Вот. А самый мерзкий художник кто для тебя? На сегодняшний день не будет вот этот дядька, который притащил вот писсуар, вот в этот зал. И публика вот решила ахнуть. Причем, ладно, там просто публика, она и так не ахнет. Но из-под вот эта критика подвела под это дело, и все кураторы, чтобы табуретку из-под живописи выбить. Чтобы живопись вздернулась и поняла, что да, она уже самоубилась, ее больше нет. И чтобы, конечно, Ван Гог будет стоить теперь миллионы, потому что живописи вообще нет. Что ее больше не производят, да? Да. Как говорится, там. Конец истории. Покупайте землю, ее больше не производят. Да, Конечно, да. Конец истории. Нам уже не во что развиваться, мы уже все доразвивались. Как тебе кажется, что выше, литература и философия или живопись? Философия, конечно. Философия, потому что у нее очень мощный фундамент, очень мощный. И наша речевая функция послужила немало этому, да. Многие умы были брошены в эту топку философии. И как культурологическое явление, но она, конечно, она сильнее живописи своей магией. Это достаточно назвать такие имена, как Платон и вообще греческая философия, и вплоть до 20 века. То есть вот сама страдательная и функция мечтательная и реализованная через жажду открытия, она такая мощь. Потому что живопись — это скорее наслаждение, это, хотя тоже как бы все это есть, но факт есть факт. Философия на сегодняшний день, она более... Если бы так сформулировал, дорогой друг, а вот что бы ты выбирал? Быть хорошим, мощным философом, быть хорошим, мощным живописцем или хорошим, мощным литератором? Я знаю, ты бы все три выбрал. Естественно, я бы сказал: Паш, кончай ты вот это вот, а? Давай, Но я бы сказал: нет. А ты бы сказал: нет, дорогой друг, все, вы только выбор. Ты бы сказал: ладно, философия, черт с ними, сдохну, вот фило, то есть никем. Потому что, конечно, рука, глаз, вот чего не хватает в философии. Ты же здесь, да. ты же осуществляешься и телесно. А я только что много говорил о том, что подлинность, она и в телесности, мы от нее уйти не можем. И более того, философия вся устремлена того. Более того, скажем, что философия идет на поклон к поэзии.
Она говорит, что нам, философам, поэзия открывает. Он как Хайдеггер там благоговеет там, перед поэзией. Все. Он с Целаном беседует как с философом. А Целан идет и бросается вниз головой в реку самоубийством. Ой, давай на оптимистической ноте. Давай. Да, что про оптимизм, но выплывает и выживает. Нет, умирает. Выплывает как поэт. Хорошо, давай так. А что тебе интереснее, искусство или человек? Очень странный вопрос, завернут, я бы сказал так, что... Ну, интереснее искусство тебе это- стоять искусство перед это- картиной или здесь сидеть и общаться? Искусство это и есть человек. Вот если ты мне скажешь, вот эти там 7 миллиардов, вот эти люди, я так скажу, нет, дорогой мой, мне интересно то, что делает этот человек, а делает он искусство. Вот мы все делаем искусство, по сути. И общаемся мы по поводу искусства, и мечтаем мы, и любим мы, и все это вот по поводу искусства. То есть, ну как бы, а получается, ну что мы отжили, мы живое в искусстве. Да, все. Ну, Отличный наверное, твой вопрос. ответ такой, тогда я отвечу. Искусство в человеке, да? Да, конечно, ну конечно. Да. Спасибо. 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 Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Спасибо моему гостю Вильгельму Шунроку. Давайте пожму твою руку. Спасибо большое. Надеюсь, что это не последняя встреча, и через год-два мы встретимся еще, продолжим наш бесконечный разговор. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на нашем канале. Всего доброго, до свидания.